Так, Вика, ты готова? Да, Так, я посчитаю от 3 до 1. Ты расслабишься и войдешь в эфирное пространство, где будешь считывать только истинную информацию. 3, 2, 1. Виктория, ты в эфирном пространстве. да. Что ты видишь? Я вижу, считывается болванка. Она вот где должен быть человек, она, то есть Игоря не вижу. Да, я его вижу, он там есть, проявляется. А с правой стороны, вот где плечо, такая черная энергия тянется в сторону магии. И там вот это как этот сон, который мне приснился, только я ну, слышу там не ушами, а по-другому. Мгм, И это как звучало то ли Сани, а это Шани, вот это. мгм, И она вот так вот дергает за эту болванку, как я видела, по-моему, мотоциклы или какие-то лодки моторные, вот так вот мгм. дергают веревочкой, чтобы завелся Мотор. мотор. Мгм, Вот так она дергает, да. И она находится в секторе магии, а в секторе магии вот такой огромный, как ледяной, блестит булыжник такой. И она под этим булыжником. И такая черная энергия. мгм. Что это за ледяной булыжник? Сейчас я посмотрю. Я вижу там много-много лиц Игоря. Замороженная энергия его. Мгм, И она буквально на плечах как будто бы вот так вот держит эту энергию, потом садится и как семечки лузает и выплевывает. То есть берет ценное, живительное, темное, вот этот Что? дух ее, этот дух, это Мгм. ее темная часть, Так, как то бы есть, питается. мгм. И при этом это Шани и ее дух прижат там ледяной булыжником? Да, Мгм. Хорошо. Отсоединить пока что от этого всего. да. Найди на счет 3 эфирное тело Игоря. Игорь, 1, 2, 3. Я вижу, он пришел, и энергосфера вот так мерцает, считывается как то набирается уверенности в себе, то эта уверенность и энергия исчезает. И с правой стороны, вот и здесь, вижу такой провал а, и пробоина. И именно туда вот эта черная энергия этой шани и считывается, слышу, колдовство. Мгм. Так. Считай эфирное тело. Игорь ли это? Да, это... О, это он. А, Что и тебя так удивило? что меня удивило, я смотрела в эту черную энергию и услышала сначала колдовство, а потом я увидела это такое деревце, а на деревце такая банка, ну, консервная банка Мгм. Как вчера? висит, как вчера. И она, вижу, как Шани вешает эту... Банк? А надо посмотреть, где. Может, она возле дома Игоря это сделала? Мгм. Так. А,
Давай мы потом посмотрим. Да. Вернись к Игорю. И эта же банка вот так вот зазвучала пустая, у Игоря в пространстве вот здесь. Мгм. Хорошо. Спроси у Игоря разрешения потрудиться снимать для него. Да, он разрешает, и эта черная энергия так наваливается на него, а он так руками ее отодвигает. Давай посмотрим то, что Шани до сих пор в пространстве Игоря. Сколько у этого причин? Одна. Что там? Что это за ситуация? Я слышу разрешение. Мгм. Найди, где это разрешение. Я вижу документ. Мгм. Я слышу разрешение брать все. И я вижу, в этом разрешении такая нога, на шее. Мгм. Вчерашняя, да? Да, и слышу, как это, ее голос, и лицо у нее такое, вот какое-то с морщинами, то ли, такая сухая, ну, считывается сухая, и такие, как будто губ нету, и такая, и опять эта фуражка. Мгм. Так, посмотри, когда Игорь дает это разрешение брать все, контракт он подписывает в этот момент? Я вижу, что там в контракте. То есть, Мгм. из прошлого воплощения контракт, э, как бы соединился с этим, то есть он подтвердился. То, Мгм. что Игорь подписывает, я вижу это в это воплощение, подписывает с ней договор, считывается как, о передаче имущества Мгм. той, которой это все принадлежит. То есть у нее претензия на имущество Игоря еще из прошлого Мгм. воплощения. Давай проявляем тот самый основной контракт. Мое внимание, сразу пошло, в сектор интерферентов, эгрегориальная структура, паразитическая. В Мгм. секторе интерферентов я вижу, что там как будто бы провал такой и такая, как, дверь вниз туда, Мгм. пластина. Вот такая же, как здесь, у Игоря с правой стороны. Мгм. То есть это Что это? энергия, которая толкать, бороться, вот это, внутреннее сопротивление. Мгм. Эта пластина связана с этим основным контрактом? Да, да. Мгм. Мы идем Тогда, туда, я сейчас да, посмотрю. найди этот контракт, проявляем его полностью на свет, и всем сторонам этого контракта приказываю проявиться и стать по старшинству. Так, я вижу, тот момент заключения контракта. Опять эта же нога, и, ну, только уже это со стороны Игоря идет. Мгм. Она, это, фашистка эта, Мгм. ногой, стоит на горле, а Так, Игорь тянется рукой, то есть это энергия невоспользованная, тянется рукой, и кричит Полина. так, что чувствует в И этот момент Игорь, когда этот контракт он говорит, что подписывает? он отдал, ей все. Мгм. Сейчас давай вернемся назад, я посмотрю, потому что информация идет, и я хочу убедиться. Да, вернись. Я вижу, что, это, как ограбление идет. А, я вижу, как, Игорь в том воплощении открывает такой, деревянный сервант, как будто бы, эта Шани держит как мешок. Мгм. И он, я вижу, туда золотой подсвечник, такой красивый, положил. Снимает, жена его снимает сережки, кольца. Он тоже все им отдают. И маленький ребенок. А Игорь так в коляску. Мгм. Стоит коляска такая Мгм. с большими колесиками. И он смотрит, а там
ребенок. Это Брэндон, вот его лицо я вижу. Мгм. Что дальше происходит? Он откупился, он отдал все ради выживания. И я вижу, как эта энергия, этот же крадник, то есть это программа, которая организовалась во время этого контракта, как будто бы на плечо кинула этот мешок награбленное и села, вот так сидит, вот нога за ногу. В секторе магии то, что я первое увидела, и как будто бы семечки кушает. Мгм. Вот, это контракт. Отдать все ради выживания семьи. И, Так, с кем подписал Игорь этот контракт? но я вижу сейчас на нем такая одежда в полосочку, концлагерь. Мгм. И на энергетическом уровне, то есть на уровне физическом, эта женщина, м, и за ней стояли, она вот это все командовала, а за ней стояло несколько человек. Вот так Мгм. как-то, как Так, охранники. получается, А на м, физике, ну, это на физике, мгм. А на а, эфирном? а на эфирном плане сейчас я приказываю проявиться все сущности. Первый проявляется вот этот дух с мешком. Сейчас я спрошу, кто он. Крадник. Ну, это я Мгм. его так назвала, нужно, чтобы Да, его... приказывай ему отвечать, кто он такой. Ам, энергетически я вижу, что он вот так, как будто бы эту энергию Игоря вот так вот за шею и так лежачим бьет, бьет, бьет. Сейчас я Кто? приказываю. Кто? Так, он проявляется внутри, как рептилия, как крокодил ходящий. Крокодил Кто он считывается такой? страх, ужас смерти. Мгм. Так, Вика, повернись направо. Да. Еще чуть-чуть. Вот так, да. Кто еще там Так, с этим э, контрактом связан? сейчас какая-то репрессивная машина. М, Энергия, как будто бы спрут, который потянулся в сектор магии, такая полоса черная, и там такое какое-то здание, как квадратное здания Мгм. такие. А внутри я вижу, ходит так чок-чок. Это как, ну, как главное здание этих фашистов. Мгм. Так, есть ли еще стороны этого контракта? Ну, Игорь показывает, что и говорит, я сам. То есть Мгм. он. Посмотри, в какой момент именно этот контракт он подписывает, что произошло на физическом плане. Я вижу, что в момент там как бы контракт вот так вот наложился один, и тут же сразу закрутилось вот это еще один. Он был подписан в момент, когда он испугался. Он сильно испугался, когда эта Шани зашла в дом. Мгм. Ну, Шани из этого воплощения Мгм. зашла в дом, и он сразу посмотрел на жену, на ребенка, и вот этот испуг, как бы автоматически и он буквально я вижу, как в этом испуге подписывает, то есть сформировался этот контракт. Мгм. Ну, он, конечно, его не подписывал, но он сформировался в этот момент. Так, И вижу, когда они все забрали, то этот контракт как бы усилился, когда это не помогло. То есть все равно оказались беспределу, в концлагере. да. И он говорит: "Я стал пылью". Мгм. Посмотри условия этого контракта, на что Игорь согласился по нему. Опять звучит, отдам все
ну, в этом воплощении, ну, оно звучат имена в этом воплощении ради Полины и Брэндона. Мгм. Хорошо. Есть ли еще какие-то условия? Есть. Сейчас я вижу, что он вот так вытаскивает какую-то как а, как-то интересно, как простынка такая. Там Мгм. написано, как свиток какой-то, вот так вот, там написано. И с этого свитка, когда он развернулся, такой свет, а, луч света, как прожектор, как будто бы прожектор включился и на эту Шани. И она там завизжала, и, и я вижу, как свет этот ударил и осветил это дерево, и этот сапог. И я вижу, как этот сапог из шеи уходит, и вот эта штука на плече отвалилась. И А что вижу, это за свиток? сейчас я посмотрю. Он говорит, я вернусь и исполню недожитые. Так. Что это значит? Я вижу, как он обнимает жену и сына и прощается, его забирают. И в этот момент формируется вот этот контракт, что его вот это желание вернуться не только, то есть и на уровне физики, и на уровне подсознания, вот это желание и вот эта миссия вернуться снова в эту жизнь для того, чтобы все вернуть. И я вижу, как эта миссия внутренняя, как он берет из это Шани как бы вот так открывает этот мешок, который она добро Мгм. собирала. И он забирает и так спокойно опять раскладывает. А Полина берет и сережки себе навешивает, колечко. И берет Брэндона, маленького сына, с этой коляски на руки. Вот так. А эта коляска, которая почернела вот так, как бумкнет эту Шани, то есть это внутренняя миссия восстановить справедливость на самом а, а, тонком уровне, то есть на уровне корня, где это зародилось. Мгм. Хорошо. Посмотри, есть ли еще условия этого контракта. Опять я слышу, я вернусь, говорит, М. и восстану. Мгм. И я Хорошо. вижу, как он растет с этого эгрегора на нацистское депо, оно почему-то звучит. Мгм. Вот, и он вырастает, и с него вот эта одежка концлагеря, да, эта роба, буквально он с нее вырастает, и она ломается вся, распарывается, трещит по швам и исчезает. И я вижу, Мгм. как Игорь поднимается вверх, энергосфера становится огромная, и он поднялся вверх, а там его уже Полина ждет Мгм. с Так, Брэндоном, с посмотри, этот маленьким на руках. контракт этот, что с ним? Он уже рассыпался, все недействительный, или все-таки он еще есть в пространстве Игоря? Его Этот нету. основной. Мгм. А тот, на который на него навешаны были в этом воплощении, что с этим контрактом? Я вижу, он опять берет, как считывается сувий по-украински, ну, это свиток по-русски. И вот так вот держит правой рукой, которая уже не заблокирована этой черной энергией, Мгм. и говорит, я забираю свое. Так. Что с контрактом из этого воплощения с Шани? Что с ним сейчас? Он еще есть в пространстве Игоря? Ну, сейчас
давай, пусть он проявит волю и сделает этот ритуал в эфирном плане, расторжение контракта и передачи, пусть ей приказывает забрать эту магию. Мгм. Так, тогда видит Игорь тот основной контракт и то, что на него нацепилось, когда он образовался, этот контракт, на что он на него согласился, что получил, что потерял по нему. Видит ли это все Игорь? Он вот так по плечу себя погладил и говорит: я вижу, я знаю, и я Мгм. вижу крылья его, то есть это его естественная свобода проявляется. Так. И если он хочет, он может зайти в момент перед подписанием этого контракта и изменить всю эту ситуацию наилучшим для него и для его родных образом, как он хочет. Я вижу, как рассыпается этот контракт а, из прошлого, Мгм. а из этого воплощения, где он, я слышу, отдает половину, он как-то, этот контракт касается подписания документов о передаче половины имущества. Сейчас я посмотрю, что здесь в этом контракте еще. Мгм. Смотри, какие условия этого контракта. Сейчас я зайду в этот момент, когда Игорь Подписывает. подписывает, как сформировался. Я вижу, Мгм. что его уже поджидал этот прошлый контракт. Вот эта сущность сидит, вот так руки потирает. А, И это внутреннее соглашение из прошлого. Мгм. Вот. А здесь о передаче, я слышу, половины имущества. То есть я вижу, что на эфирном плане он как бы не только компанию свою разделил на двое, фирму, но так как его считывается родное имущество, то есть его эмоции, дом, семья, деньги, золото, то есть оно считывается родное имущество, Мгм. было отдано ей, то по этому предыдущему контракту он как бы на эфирном плане, она получила доступ через эти нейропсихику, получила доступ и к этому контракту. И она буквально, я вижу, в эфирном плане пилит пилой его дом, где он живет. Мгм. Так, по этому контракту из этого воплощения, на что Игорь еще согласился. Я вижу, я слышу призен, и вижу, как он руки вот так вот сложил, как будто бы для наручников. И говорит быть ее пленницей. И это тоже притянулось на прошлое воплощение, где он буквально, в буквальном смысле был ее пленницей, Пленником. Мгм. пленником, да. И вот эти суды– это отголосок прошлого контракта. Он М. наложился один на второй, Мгм. Так. вот так вот. Есть ли еще условия у этого свежего контракта? Я слышу, звучит, я ей отдам все. То есть все те же слова, как и с первого контракта. То, Мгм. что я Видите говорю, да. сейчас? Видит ли это Игорь сейчас? О, видит, говорит: "Что?" И То есть вот почему он на это все согласился? он На ш сейчас на Как возмущен. она, притянулась в этом его воплощении, на что? Почему он с ней такие И соглашения, он вот это на это все смотрит, согласился? да, это соглашение, то есть и увидел вот эту, м, подспудную сторону, то есть этот скрытый ее контракт. Так, что там? Ну, вот это все, отдать все, то есть, М, вот так вот. хорошо. Тогда Игорь может зайти в момент перед подписанием этого свежего контракта и изменить всю эту ситуацию наилучшим для него образом, как он хочет. А я вижу, он в костюмчике заходит, официально заходит
и не садится за стол. э, Ну, как будто бы в какую-то там, я не знаю, контору. Ну, это такая метафора, там, Мгм. нотариус или кто подписывает, или бухгалтер. А он берет и поднимает этот контракт и видит, что в нем на самом деле прописано на тонком уровне. И я вижу, как в этот момент, как он посмотрел, в эту же секунду эта черная энергия, которая лежала, ну, Мгм. подспудная часть, так и звучит подспудная часть, ам, как капля такая, это капля Картмана, то есть это сила, дух этого контракта возвращается к Шане, и я вижу, как ударил об эту пустую банку. Сейчас мы еще вернемся. Это колдовство. Она делает ритуал. Делала, Мгм. да. Мгм. Так, что с Вот. контрактом? Ну, я передаю Игорю, чтобы он отменил это решение ей отдать все и поменял ей это решение на вернуть себе все, что ему принадлежит, весь свет его души, всю эту энергию. Я вижу, как из этого ледяного а, вся эта замороженная его энергия Мгм. возвращается, перетекает именно через этот портал, через этот контракт. Мгм. И я ему передаю, чтобы он вернул себе всю энергию потерянную, энергию души, его очищал физическое тело от присутствия ее энергий, разорвал этот контракт раз и навсегда. И я вижу, он закрыл э, этот сервант, и я передаю Игорю, чтобы он полностью стер со всех информационных полей и всю эту информацию и отдал всю карму, восстановил справедливость и отдал всю карму этой Шане. Ну да, воспользовался тем своим свитком и Да. направил этот луч света на нее, проявил полностью ее суть на свет и передал всю эту информацию в пространство, чтобы все живые души считывали, знали, кто она на самом деле. И я вижу, как огромный пласт энергии, который считывается родовая память рода. Она вот Мгм. так как будто бы перечеркивает его жизненный путь. Вот так вот. И там много-много людей. И считывается страдание Израиля. Мгм. Игорь может передать этим всем душам, людям свою поддержку, любовь, благодарность за то, что им пришлось столько выдержать, за тот опыт, который они все получили. И благодаря ему также сейчас они сильны, как никогда, и могут давать отпор всем своим обидчикам, врагам, благодаря тому опыту также. Любовь, благодарность. А Пусть он упорядочивает. говорит к Шане, вот так вот отрывается и говорит: я ненавижу тебя и твой род. И я передаю. И вот он, вижу, как из этого мешка метафорического забирает такую энергию, считывается свет, и вот сюда поставил, это сектор принятия решений. Так, что он там забрал с мешка и поставил? Сейчас я смотрю, рассматриваю, потому что внутри такая черная подключка. И сейчас она пытается на меня напасть. Сейчас я ей приказываю убрать ее воздействие, потому что она нарушила законы равновесия во Вселенной Мгм. и обязана уйти прочь. Игорь, э, я слышу, как я говорю, что я выполняю оплаченную работу. Мгм. И она вот так вот соскользнула с меня и упала. Вот. А Игорь смотрит, а там часы такие, вот эта черная энергия внутри такого, как солнце светит вот здесь. Такие часы.
И опять вот это шло уже, про время что-то, и она опять звучит, что она пришла вовремя. Кто она? Про кого речь? Ну, это Шани Что значит, она пришла из. вовремя? Сейчас я посмотрю, и я вижу, как эта энергия как будто бы разваливается посредине, и там Игорь смотрит туда, и там что-то вырастает. А она, угрожает мне, плохими словами, говорит, что я уничтожу эту суку. Мгм. Давай, А, включай свою темную сторону и покажи ей всю свою суть, вот, и всю я свою эту. вижу, Мгм. эти ситуации, где я, Кто какую суку уничтожит. упала, как я машину ударила, сразу же после того, когда, я проявила инициативу, и у Иры спросила: "Где Игорь?" То есть я уже чувствовала, Мгм. что там уже назревает. Я говорю: "Где Игорь?" Она говорит: "Ну, я ему скажу, чтобы он, с тобой связался". Ну, ты передаешь этой Шане, что ты действовала по договоренности между вашими душами, Да. между твоей душой и Игоря душой. И я вот это, мой ущерб, нанесенный, мне, от нее, отдаю ей и забираю какую-то энергию и разворачиваю как бумажку. А там М. написано: "Я пришла вовремя". Мгм. И я вижу, что, ну, считывается, что я долгое время тянула. У меня был позыв такой, позвонить, ну, посыл такой внутренний, позвонить М. Игорю, спросить, как у него дела. Но какое-то убеждение вертелось глупое. А что он подумает? Подумает, что я выпрашиваю сеанс или что-то такое, да? Мгм. Вот. И Ну, именно тут из-за как-то, этого я как бы пренебрегла своей миссией. ну, вот тоже прими этот урок. Да. Пойми, что когда у тебя есть какой-то позыв, если ты что-то чувствуешь, что это не просто так. Да, и я вижу, как, эта энергия, когда, вот, вот я увидела сбоку, потому что кто-то ударил мою новую машинку так, что, дверь нужно всю менять. То есть, я вижу как, а я не видела где. То есть на стоянке это случилось. То есть один Мгм. раз, ударила, потом еще кто-то, ударил. Я вижу, что это энергия от нее. Я ей приказываю забирать ее энергию к ней же, ее же руками. И говорю Игорю, чтобы Игорь тоже приказывал ей забирать все ее колдовство, применять к ней же, потому что по конам живой вселенной каждый творец должен испытать плоды его творения в первую очередь на нем же. Мгм. Что происходит? И вот я вижу, как я исправляю эту ситуацию, и меняю эту всю ситуацию. И потому что я вот чувствую, что я вот с семьей Игоря как-то очень сильно связана. М. Оно постоянно мне идет, что как бы одна семья. Давай посмотрим, если хочешь. Сейчас, но не сейчас, да, я хочу убедиться, что Игорь справился. Я вижу, как он руками это все отодвигает. Я ему говорю, что он пусть расслабится, пусть Мгм. Шани Довериться. проявит, ее, энергию и заберет всю ее магию, все, убытки, все то, что она сделала, плохого, пусть забирает. Я вижу, как она это деревце черное, на котором развесила эти баночки, выкорчевывает, и это дерево вот этими черными корнями такое прямо уцепилось ей, в лицо и Мгм. хватает корнями и как бы кусает. И вижу, как эти метафорические семечки, эти зерна соглашений, да, на эту магию, вот они очищаются. Я передаю Игорю, чтобы он сейчас восстановил свою энергетическую систему, целостность всех своих энергетических э,
центров, свою целостность, цельность, гармонию, и выталкивал из его пространства все чужеродное. И я вижу, как он отрывает эти якобы часы, и они Мгм. отрываются, уходят в портал. Я передаю, чтобы эту прозрачную нить он тоже очищал, все его личное пространство, его семьи, его бизнеса, чтобы он все очистил, восстановил свою целостность, гармонию. И я вижу, он такой огромный, сбрасывает с себя вот эту черную энергию и как ногами топчет. Мгм. Хорошо. Проверь, этот крадник с мешком полностью ушел из пространства Игоря? Ну, сейчас я вижу, он находится с таким раскрытым мешком в секторе магии. Я передаю Игорю, чтобы он сейчас вернул всю эту сияющую энергию, которая как такие золотые копейки большие лежит. Ну, Мгм. кружочки такие, как Мгм. будто бы монетки такие. Чтобы Игорь вернул. И я вижу, он возвращает, и из сектора будущего такая черная подключка, как нос у мухи, этот хобот, отваливается. Я передаю Игорю, чтобы он очистил свое прошлое, отменил все решения, когда он соглашался быть жертвой, когда он соглашался отдать свое. На тот момент он был прав. Это был самый лучший его ответ на, Решение. Да. да, на обстоятельства. Но сейчас все изменилось. Сейчас пришло время все вернуть свое себе. И Мгм. я вижу, как моя карма за то, что я тянула, и вот это, что я постоянно падала на протяжении этого периода, да, это сколько? Мгм. Год? 2 года уже прошло. Я тоже эту карму, ну, то, что я не позвонила ему вовремя Мгм. и не предотвратила, да, я тоже эту карму с себя снимаю. Вот я вижу, как я перевожу стрелки в его пространстве. Но Мгм. это так и звучит, договор между душами. И я вижу, как стрелки ну, перевелись назад, и вот это все так закрутилось, и я так как нежно поднимаю Игоря, его энергосферу вверх, он так оглядывается, я говорю, смотри в себя, а на самом деле в сектор первотворца. Мгм. Вот это так как, ну я не знаю, как это объяснить можно, то есть я всегда это так вижу, как вход, образно говоря, в себя. Это как бы связь с центром, с Всевышним. Вот. Мгм. И я вижу, как у него образовались такие огромные крылья, и он полетел. Я ему передаю, чтобы он снимал эти импланты с ног и отдавал их туда, откуда они пришли, что он свободен с этого момента, и пусть эту свободу распространит. И он так сделал по Мгм. всем его пространствам. Хорошо. Проверь И он контракты. снимает, я вижу, да, сейчас я проверяю, Мгм. снимает вот эти кайданы, считывается, и они зазвенели в секторе магии. Я вижу, как такие цепи за шею схватили эту Шани. Мгм. Так. Пусть Игорь полностью убирается из своего пространства. Приказывает ей убираться. Да, и я вижу этот молоток, такой бум, он как резиновый, как будто бы, или какой-то такой, так, такой огромный черный бум, и считывается побеждена, Мгм. разорена. Я передаю Игорю, чтобы он очистил и привязки все. Сейчас я проверю, где подключка к этой шане. Мгм. Я вижу, что а, у него вот здесь, где творческий потенциал, где Мгм. центр творчества, да, это как-то не в нем, а возле него сформировалась такая энергетическая черная субстанция.
М, считывается борьба за выживание. И там м, внутри этой черной, она такая, как эта капля Картмана, или как она там м, называется. Вот. А внутри он, и вижу его, он нервный считывается. Я передаю Игорю, что ему незачем уже бороться. Он уже все контракты расторг, всех победил, остался мгм. собой в эфирном пространстве. Пусть он займет эту, Все себе вернул, все, все что себе принадлежало вернул. ему. Мгм, И я вижу, как и сейчас, ого, открылся, ну, проявился этот портал в его пространство. Я говорю, что этот портал – это окно возможностей. Пусть он одновременно приказывает всем, кто содействовал его упадку, пусть забирают все эти негативные энергии от него, мгм, и одновременно пусть возвращает все свое себе, через пропустив через фильтр. Пусть очистит всю его энергию от присутствия чужих энергий. И я вижу, мгм, как я с левой руки смахнула как черную накладку. Это как карма за бездействие, слышу. мгм, Вот. И мы очищаемся и поднимаемся вверх. Я передаю Игорю, что он свободен, чист, что он может приказывать этой Шане убирать и всем, кто содействовал ей, и забирать все свое. И вот сейчас я вижу, как он все забрал, и мешок этот завязался. Я передаю, чтобы он еще раз проверил, что там в мешке. А в мешке вот я смотрю, а там считывается такая копеечка и считывается Вика. так. Что это значит? Сейчас я посмотрю. Считывается долг. Сейчас надо посмотреть. Так, Ну, на смотри, физике никто за, никому не должен. Ни я за- Игорю, ни Игорь мне. посмотри, за что это долг. Сейчас я смотрю. Ниточка такая, как золотистая, потянулась в сектор интерферента. Мгм. Так, давай посмотрим, сколько причин у этого долга. Я вижу одна и слышу неразвязанная кармическая связь. Мгм. Найди эту Сеть, ситуацию. даже не звучит сеть. Не Мгм. связь, а сеть. Найди, когда эта сеть образовалась. Считывается сеть родственных душ. Сейчас Мгм. я, Посмотри, где этот долг образовался в этой сети родственных э, душ. я вижу, как... Так, а кому это рот закрывают? Кто-то Ну, вырывается, какая-то девушка вырывается, а ей рот закрывают. давай проявляем всю эту ситуацию на свет. Кто там, кому закрывает рот, что это вообще за ситуация, что это за девушка, кто она. Это энергия, энергетическая субстанция. Я вижу, что это моя энергия. Мгм. Так, Я кто там слышу, она закрывает? потерянная во время молчания. Это та энергия, которая меня побуждала позвонить Игорю. И Кто два там года закрывает назад, время, тебе когда рот? пришло, а Проявляй на свет того, кто закрывает. рот закрывает вот эта черная энергия. Что это за И черная энергия? опять я вижу эту фуражку на столе, эту эсэсовская такая. Мгм. И Почему ты разрешила этой черной энергии закрывать тебе рот? сейчас я посмотрю. А,
Где Где, зацепка? Где мое где молчание, разрешение? соглашение на молчание? Мгм. Найди эту основную А, разрешение. Оно просто идет, что я была убита на фронте. Мгм. Найди эту ситуацию, посмотри, А, что там произошло. Идет вот так, информация считывается в попытке ну, спасти друга. Мгм. И я вижу, что, ну, друзей, да, и было принято мной подсознательное энергетическое решение, что помогать опасно, Мгм. что самого контракта нет, потому что я ну, эту ситуацию я уже прорабатывала и не один раз. Мгм. На чем она еще держится в твоем пространстве? Но вот на этом соглашении, на Мгм. подсознательном соглашении помогать опасно, быть Так. собой опасно, проявляться опасно. Вот оно, видишь, что мы ж недавно со мной работали над этим, да? То есть это Мгм. вот завязка где. То есть мы, мой контракт еще тот не доработали. Мгм. Давай, доставай его. Вот. Я Где вижу, как я контракт? встаю, ну, когда я вот это на мини на это подорвалась. Мгм. И я вижу, как я встаю, живая, и стряхиваю из себя остатки такой круглой штуки. Мгм. Блин, это же мина, на которой я Мгм. подорвалась. А вот эта штука у Игоря на плече вот имела форму этой мины. Мгм. И вот я стряхиваю, а там буквально энергия вот эта звучит: молчать. Так. Проявляй тот недоработанный контракт. И я вижу, как я вот именно тогда подорвалась на мине и не смогла соединить, ну, я не знаю, это метафора, может, как будто бы телефонную связь не смогли предупредить тогда. То есть я как Мгм. будто бы в смерти Игоря как бы виновата. А Хорошо. сейчас я вижу, что я раз и соединила. Я над этим своим работала уже 20 лет. Когда я первый раз задала себе вопрос: "А чё это я родилась такая вся в пятнышках коричневых? Мгм. Детки чистые рождаются, а я уже родилась как будто". И когда я задала вопрос: "Дорогая моя душа, почему я вот такая родилась?", я увидела первый раз этот момент. Мгм. И вот сейчас я своей волей обхожу все эти ловушки, все эти мины, выбираю ну, другую реальность. Ветку реальности. Мгм. Да, и я соединяю, я вижу, как я связываю это, и вижу, Игорь берет телефон и быстренько собирает семью и уходит, Мгм. а эта Шани приходит и никого нету. Хорошо. Посмотри, что с твоим контрактом. Я вижу, как я снимаю с левой руки вот это как мину эту, и бросаю этой, Шане, этой фашистке, встаю из этого стола, то есть она как будто бы я и стол, все одно, и она положила сверху эту эсэсовскую шапку. Я ей это все возвращаю, Мгм. и я вижу, как я обнимаюсь, с Игорем, с его семьей и с другими людьми. Так, что с твоим убеждением, что помогать опасно, проявляться опасно? Я меняю его на всех уровнях, во всех временах и вижу, как эти стрелки, эти часы уходят. Я Да, меняю, почувствуй, как это прекрасно, да, когда ты да, помогла людям, что они остались живы. да. То есть тогда, ну, это как будто бы на физике я не виновата была, что я Мгм. не доделала Ну, работу, не дошла, не доделала, все равно подорвалась. успевала. Да, Мгм. но я меняю это отношение, и я буквально
вижу, как я принимаю решение прислушиваться к зову моей божественной души, и буквально вижу эту нейросеть божественных душ, Мгм. как телефонная связь, как нейросеть, по которой бегут туда-сюда. Я слышу внутренние душевные соглашения. Мгм. Посмотри, что с контрактом, который был недоработан с Он твоим. доработан, он исчез. Мгм. Вот. Хорошо, посмотри, Сейчас там вижу. монетка в мешке, который долг Вики. Что Нету. там изменилось? Мгм. Ее нет. Этот Ничего нет. мешок, пусть Игорь полностью убирает со своего Его пространства. нет. Он вывернулся наизнанку и ушел М. в портал. Хорошо. А также ты говорила, что банка, такая как на деревце, там в Ашане вешала, была в пространстве Игоря. Что с этой банкой? Ушла ли она с пространства Игоря? Да, она ушла, и вот эта банка пустая, вот на морде у этой Шани. Мгм. Также на голове ты видела пробоину справа. Что сейчас, посмотри, как голова выглядит. Ну, на это место он же ж тогда свет поставил, и Мгм. эта черная штучка, мы уже проработали это все, эти часы, Мгм. это все Хорошо. моя кармическая связь с Игорем и с Тогда Полиной. вот эта энергия, которая перед его творческим центром, вот эта борьба за выживание, ушла ли она полностью с его пространства? Где? Внизу, перед вторым центром, А, была, это, говорит, отдельно от его Не, тела сейчас была. ничего этого нет, только сейчас я сканирую и вижу такая, как ледяная. То есть это замороженная энергия, и я передаю Игорю, чтобы он вдохнул в свое тело свой свет, жизнь, гармонию. Он творец своей реальности. Он, его душа выстроила свое тело, и пусть он восстановит связь с каждой частицей своего божественного физического тела и всех эфирных тел Мгм. и Хорошо. распространяет свет по всем пространствам и передает информацию о своем освобождении, своей семье, своему роду и всему человечеству. Мгм. Также вначале ты видела, что пространство Игоря мерцало, что он то набирался энергии, то уходило. Давай сейчас проверим, знает ли, что такое уверенность Игорь по своему определению. Знает, Знает ли Игорь, что такое уверенность по определению Творца? знает, Эти определения совпадают? совпадает. Хорошо. Также контакт с собой настоящим. На сколько процентов сейчас у Игоря? Мне идет вот так вот соу-соу. То есть нужна еще, ну, как бы, я слышу, практика. То есть это нужно просто еще попрактиковать, прислушиваться к телу. То есть вот эти практики поделать, чтобы Хорошо. наладить эту Давай связь. также проверим, знает ли Игорь, что это такое контакт с настоящим собой по своему определению. Знает, Знает ли Игорь, что такое контакт с собой настоящим по определению Творца? знает, Эти определения совпадают? совпадает. Мгм. То есть ему просто надо уже работать в этом направлении, да, и все у него, Да, как бы да, все да, знания у него уже есть, просто надо есть. накачать мышцы Мгм. определенные. Также ты говорила, что там болванку видела, которую там Шани дергала, как заводила этот мотор. Ничего Как нету. сейчас? Мгм. Прекрасно. Это веревка, которой она дергала, ее шею обмотала, и она отпала. Это Шани, ее Так, нету. убрал ли Игорь эту Шаню полностью со своего пространства? Да, убрал. Он М, ищет, ее нету нигде. Я говорю, чтобы он даже Прекрасно. стер со всех информационных полей. Пусть живет как хочет, только подальше от него. Мгм. Так, посмотри, как сейчас Игорь выглядит. Сейчас он выглядит как ангел с крыльями. Энергосфера правильной формы. Так, что мне еще? Какая-то энергия вот внизу проявилась. Мгм. Э, Тянется Мгм. в сектор интерферентов от нижней чакры, в сектор интерферентов. И там я вижу, еще не все он почистил, я ему опять же проявился этот, слышу СС. Я передаю, что это его пространство, это его энергии. Пусть он
вернет всю потерянную энергию до последней капельки себе во всех Мгм. воплощениях и в том воплощении, восстановит справедливость и пусть вернет всю карму за насилие тем Так. этой системе, и пусть он Мгм. очистит эту эгрегориальную систему, пусть там он, вот мне идет информация, он должен там шороху навести, в Где там? этой антисемитской эгрегориальной структуре, Мгм. Тогда он может это сделать. Все, что он да. хочет сделать с этой структурой, он как Я творец. вижу, он в этой ячеечке там сидит, его энергия, и книжку так показывает, сеансы освобождения, говорит. Мгм. А люди там сидят, вот они все в этих, всего эти, которые в концлагере были. Мгм. Они все сидят там и смотрят. Я передаю Игорю, что он жив, и пусть передаст всем душам в этом эгрегоре, что они все живы, и пусть Мгм. проявят себя. Я вижу, как они обретают крылья, и я передаю тоже информацию каждой душе замученной гестапо, Мгм. что они все живы, их помнят, мы их знаем. Я помню, когда я в этот в Освенцим ездила, а потом 2 недели рыдала, не могла. Так, отсоединяюсь. Все, все, все. Соединись от всех и от всего. Я передаю этой божественной, каждой божественной душе в Не этом, включайся туда эмоционально, просто чтобы передавай информацию. Отсоединись эмоционально это все от этого. Поднимись максимально вверх. да, что мы их помним, я их помню. Каждая божественная душа связана друг с другом невидимыми духовными связями, что они все живы, их помнят, и каждый имеет право занять свое место в иерархии жизни. А тот, кто причиняет смерть невинным, пусть получит карму, и пусть это знание, я вижу и слышу, так перевернется, и пусть М. вернется вся карма насильникам, и пусть восстановятся коны справедливости и баланса во всей Вселенной, и пусть каждый получит по заслугам. Так, что происходит с этим Я эгрегором? вижу, как Игорь вылетает с этой книгой, летит в сектор первоисточника, и там я слышу, что он помазан как-то. Что это значит? Какой-то свет на него пролился, что он помазан Творцом, как бы предназначение вернуть душам силу, э, тем душам, которые стали прахом. Это те, которые были сожжены. Мгм. Так, Игорь может сделать все, для чего он пришел сюда, Он в этот мир. оглядывается с таким выражением и с такими энергиями, вот знаешь, как такое солнечное утро, роса, такое как просветление, восход, вот это такие волшебные энергии. И он как-то сначала не уверенно, но как-то вот так, а ему вот так свет от первоисточника предлагает вот взять, и он берет этот свет и вот так вот просто выливает туда, откуда он вышел. Мгм. И в Что с этот теми душами? момент я вижу, как у него вот это сердечный центр весь засиял, и он поднимается вверх, и аж крылья зашумели такие огромные у него, и он подлетает, ну, вверх поднимается. Мгм. Посмотри, что с теми душами в том эгрегоре. Я вижу, что все эти души, они как капли росы,
в его пространстве. Считывается, что это неизгладимая связь с родом. Мгм. Звучит имя Авраам, Сара. Я вижу их присутствие. Мгм. Я Так. передаю Игорю, чтобы он очистил весь свой род, чтобы он взял от божественного источника, от своих родителей только свет, гармонию, процветание, жизнь. А все, что не соответствует конам живой, божественной материи, конам Всевышнего, все это пусть через свой род, через своих родителей, пусть передает туда, и каждое поколение пусть очищается и передает по своим поколениям назад все это зло туда, к самому источнику, откуда это все зло пришло, к корню этого насилия, и пусть очищает все. Так. Что происходит? Какое-то имя звучит, Йосия Это что за имя? прозвучало. Прямо не то, что прозвучало, оно мне вырвалось. Да, посмотри, что это, кто это, почему это имя у тебя вырвалось. Это какое-то воплощение Игоря. Так. Иосиф, Что там, посмотри, а, почему оно у тебя вырвалось. какой-то пред. Найди это воплощение, где он был этим Ну, Иосифом. вот я вижу, он как бы предшествует, Ш- пред, предвкушает перед фараоном. А, Какой-то фараон вот стоит, Мгм. предвкушает перед фараоном. Что он предвкушает? Он забирает свой народ. Мгм. Откуда-то народ вот точно так же, я вижу, как выходит. Народ выходит Куда он забирает свой народ? в безопасное место. Мгм. Там голод. У фараона? Нет, вот там голод, где народ его живет, Мгм. там черная энергия. Буквально я вижу такая энергия, как с таким рот такой открытый. Я слышу голод с такими зубами треугольными. А это все магическое воздействие было тоже. Так, ага. А И он предвкушает как-то, он как такая энергия, как как бы предвидит что-то, да. как что-то предвидит, что-то предсказывает и действует по... Что происходит, когда он народ свой забирает? Буквально я вижу, что он взял как будто бы под крылья свой народ, Мгм. свою И что с семью. народом тогда происходит? И с тем голодом? Я не знаю, что с голодом происходит. Я вижу, что народ становится как дерево, вот так вот Мгм. растет. Похожее дерево, знаешь, как это брюссельская капусточка, эти Мгм. фракталы. Вот так вот, такими фракталами вот разрастается дерево. Так. Почему тебе пришло именно это его имя, это его Почему важно воплощение? сейчас? Да. Я слышу, что он должен знать, кто он, что он Мгм. как бы но почему-то дальше не идет, а только как-то энергетически, а словами. Мгм. Хорошо. А нужно ли Игорю передать еще какую-то информацию, которую он должен знать? Вот он что! Вот, он там в тюрьме сидел, незаконно, по наговору сидел в тюрьме. Вот где корень сам.
самый главный. Мгм. Его оговорила жена фараона. Вижу, от этого эгрегора такая черная. Она считывается как приспешница, что она приспешала ам, события, то есть она хотела, а, Шани звучит, Мгм. что она пыталась его остановить, как, его миссию, которая была внутри него и которая вот он верность хранил Всевышнему, а она пыталась его, ну и фараону, там фараон стоит тут также. Мгм. Как повлияло? Считывается, что благочестие его тогда, Как, как на Игоря повлияло то, что его оклеветала эта жена фараона, и он попал в тюрьму? на это никак не повлияло, но вот что-то связанное с тюрьмой. Я вижу, это клетка какая-то, тюрьма. И там, зарыта в секторе интерферентов, как бы зарыта часть его, такая копеечка, ну, как бы монетка такая золотая, то есть часть его энергии. Сейчас я Мгм. посмотрю. Считывается, что он дал себе волю, а, ну, как бы поплакаться. Мгм. То есть его это возмутило, а, и он себя жалел, возмутила эта ситуация. Так. И как А, на него повлияло то, что он дал себе поплакаться? Что это его возмутило? это собрало, ам, такую энергию. Вот я ее визуально вижу, и она такая твердая, как, камень. И это стало той, программой, которая, проявлялась потом в следующих, воплощениях. Что это за программа? Незаконно осужденный. Вот Мгм. прозвучало. Мгм. Видит ли сейчас Игорь, откуда это все, где корень, в какой Да, я вижу ситуации? его глаза вот сияющие, вот так вот огромные, Мгм. смотрит. То он И может берет зайти. руками огромными, он такой сияющий, огромными, все это руки сияют, вот так вот он берет эту энергию, эту штучку, и Мгм. видишь, так на зуб разломил, и эта черная энергия. Я даже могу вот ее описать, как она выглядит. Вот как будто бы такой булыжничек внутри, как шарик, а снаружи оброс таким, э, как бубличек, как бублик, а внутри шарик, черное все. И он это раскусил, а, и вну- вот оно, незакрытый гештальт. Вот оно. Он должен был донос сделать на эту жену. Мгм. И она так не Так, сложилась. а Он он что меня сделал А вместо он, этого? он вместо того, чтобы рассказать фараону, он как бы, спустил на тормоза. То есть, ну, Мгм. Ну, мне видит ли считывается, что она пристает к нему. Она Мгм. пристает. То есть, а он должен был Отказал. сделать вот это энергетический заряд, и ему хотелось сделать донос на нее, то есть рассказать фараону: "Вот твоя жена Мгм. ко мне пристает". А он эту Мгм. энергию как бы зажал в себе, и именно вот это стало вот этим корнем. Мгм. Так. Игорь, если хочет сейчас зайти в ту ситуацию и Опять изменить. звучит как-то Йосия, вот так как-то. Мгм. Он может изменить все, то есть сделать так, как он считает Я наилучшим вижу, он образом для пишет себя. письмо, Мгм. такое сияющее письмо, пишет, Тот пишет самый фараон. свиток, да, который он должен был Да, достать и этот свет на нее пролить. да, Это он как раз там. Мгм. Хорошо. вот оно что. И я вижу, как эта вся ситуация изменилась, и он просто, эта клетка разрушается, эта ветка событий
ушла в Мгм. небытие, ее нет. Вот, и я вижу, что он сидит, его тогда уже поставили на какой-то трон. Ам, Это не фараон, ну, типа как фараон, у него власть такая, как премьер-министр. Мгм. Вот. Так, Что хорошо. после этого доноса он уже должен был быть ну, как бы одобрен и занять этот пост, а не ждать еще в тюрьме томиться. Вот как Мгм. это произошло. И он вот так вот в этот момент, я вижу, как он стряхивает из правого плеча вот эту энергию. И сейчас все считывается как распахнулось. Вот он сейчас распахнулся. Мгм. И как он Посмотри, как он. считывается, как он вывел тогда свою семью из голода. Вот Мгм. точно так же он сейчас вывел свою семью, то есть и весь свой род из этого эгрегориального вот субстракта, можно сказать, энергетического, потому что это только энергии, которые удерживаются на нашем решении, на нашем Мгм. осознании. То есть воля– это самое важное, что разрушает это все, и он именно сделал это сегодня. Хорошо. Посмотри, как он сейчас выглядит. Но он огромный, сияющий, и как будто бы такое пламя вот идет вокруг него. Мгм. Передай Игорю, что он может сейчас установить свой личный фильтр на своем пространстве в виде энергии, которая пропускает только живые, светлые энергии, соответствующие его эталонному эфирному ДНК, и который является синергией со светом Творца. А все чужеродное, все негативное для себя, этот фильтр будет просто отталкивать и отправлять туда, откуда эти негативные энергии пришли. Да, и оно считывается молниеносная карма Мгм. врагам. Да. Игорь, прям ощути этот фильтр, эту энергию вокруг себя. Мгм. То есть, что оболочка твоя является таким вот энергетическим фильтром, через который проходят только живые светлые энергии, соответствующие энергиям первотворца. А все чужеродное, негативное отталкивается от этой оболочки и возвращается в виде кармы тем, откуда она пришла. Получилось? Хорошо. Вика, теперь найди Игоря через год. Я вижу метафору, где он сияющий идет с семьей, и маленькие дети, то есть внуки идут по направлению к первоисточнику, радостные. Мгм. Что там у Игоря с контактом с собой настоящим? Я слышу, он Насколько там живой. процентов? Мгм. Я вижу его Хорошо. как бизнесмена, он сидит, подписывает документы, М. вот. И из пера, из-под пера вылетают такие, как птички сияющие. Сейчас я посмотрю. О, идет какие-то фразы такие пафосные, что как будто бы как благословения звучат. Каждое слово правда. То есть даже трудно уловить это. Вот. Мгм. А как там себя Игорь ощущает, что он чувствует? Он вот так вот взял. Говорит, хорошо. Мгм. Игорь, прочувствуй сейчас себя там через год, в той ситуации, которую Вика описывает. Ощути то свое состояние, как ты себя там чувствуешь. Теперь, когда ты вот запомни это состояние, прям наполнись им и придумай какой-то пальцами жест или какое-то прикосновение к телу, к какой-то части тела какими-то определенными пальцами руки, чтобы заякорить это состояние, запомнить его,
Также ты можешь какое-то слово, если идет тебе в этом состоянии, также его сохранить. И каждый день возвращаться в это состояние, используя этот жест, это слово, хотя бы на пару минут, на 5 минут, каждый день возвращаться в это состояние, там, где все у тебя хорошо, там, где ты все, что захотел, у тебя все получается. Ну, вот это слово идет благословение, благословлен. Мгм. Вот запомни это состояние и возвращайся в него, пока оно не станет твоим постоянным, обычным состоянием. Хорошо. Вика, вернись в наше время. Да, Давайте все вместе. Ну, спроси у Игоря, все ли мы для него сегодня сделали на нашем да. сеансе. Тогда все вместе поднимаемся максимально вверх. Мгм. Так, подожди, Игорь, ты что-то хочешь спросить, сказать перед выходом? Что-то надо еще посмотреть? Что ты микрофон включил? Только тихонько. Мы что-то не посмотрели еще? Ну, мы посмотрели все, только там был вопрос по поводу Вики, родственные души. Мы что-то и посмотрели, где ваша связь. Да, Ну, Так, все хорошо, все уже от... все, тогда нет вопросов. Мгм. мгм. Хорошо. Поднимаемся все вместе максимально вверх. Да. Наполняемся живыми, светлыми энергиями радости, гармонии, благополучия, достатка, здоровья. Мгм. Прощаемся с Игорем. Мгм. Отсоединись от всех и от всего. Да. Проверь свое личное пространство, очисти от всего чужеродного, закрой все порталы, Мгм. поднимись еще выше, Мгм. наполняйся живыми, светлыми энергиями. Мгм. Ты готова выходить? Да. Я посчитаю от 1 до 3, и ты вернешься в физическую реальность, с которой я с тобой разговариваю, и будешь чувствовать себя великолепно. 1, 2, 3.